В начале фильма мы видим большую бесплодную землю. Молодой человек по имени Джером Холм рассказывает нам, что он не видел этой земли, когда она была зеленой, но его отец видел. Несколько лет назад здесь жили несколько фермеров, которые выращивали здесь пшеницу и зерно. Однако после того, как на землю обрушилась засуха, ни одно растение не смогло вырасти. Большинство фермеров покинули это место, но отец Джерома, Эрнест, надеялся, что земля снова станет зеленой. Он все еще считает, что ему просто нужно немного воды. Но в этом мире люди убивают друг друга ради воды. В первой сцене мы видим двух грабителей, пытающихся ворваться в крошечный дом. Эрнест ловит их и убивает первого. Второй грабитель пытается убедить его сохранить ему жизнь, но его убивают, когда он тайно достает пистолет. Его сын Джером утверждает, что мог бы ему помочь. В дом, в который ворвались грабители, есть старый водяной насос, который перестает работать, когда Эрнест пытается им воспользоваться. Когда воды не осталось, отец и сын едут на муле к месту, где люди, которые добывают воду из глубоких колодцев по правительственной сделке. Эрнест обменивает запасы этих людей на воду. Он пытался убедить их предоставить ему воду для обработки небольшой части его земли в течение многих лет. Однако они сделают это только за ту сумму денег, которую Эрнест не может себе позволить. На обратном пути их мул падает и ломает ногу. Эрнест неохотно застреливает животное. Они возвращаются домой к сестре Джерома, Мэри, которая достает им еду из пакета. Из-за нехватки воды мы видим, как Мария очищает посуду землей. На следующий день Джером и Эрнест посещают аукционный дом Сэма Ливера, чтобы что-то купить и заменить погибшего мула. Там им в глаза бросается роботизированная машина-носитель под названием Simulate Shadow (SIM). Эрнест выигрывает аукцион у человека по имени Флем Левер, который также является сыном Сэма. У Флема роман с Мэри, о котором Эрнест и Джером не знают. Затем они идут на встречу с больной матерью Джерома, Кэтрин Холм. Она живет в соседней больнице, где может ходить, будучи привязанной к специальному устройству. Поскольку оно слишком дорогое, они не могут привезти ее домой. В тот день Джером проводит время со своей матерью. Эрнест и Кэтрин целуются на прощание и расходятся. На обратном пути Эрнест и Джером останавливаются на заправке. Мы видим, как Эрнест глотает бензин после того, как заправил его в свою машину. Они встречают пару с маленьким ребенком, просящую воды. Отец Робби хочет продать ребенка, потому что они не могут позволить себе заботиться о нем, но Эрнест не советует этого делать и говорит, что поможет им с водой. Робби знает о романе Флема и Мэри и намекает на это Эрнесту. Дома Эрнест обвиняет Мэри в том, что она часто сбегает из дома, но она утверждает, что это ее свобода, и говорит отцу, что ненавидит его. Она пытается убежать, но Эрнест запирает ее в комнате и забивает окна. Однажды утром Эрнест и Джером просыпаются и обнаруживают, что Сима нет в сарае. Кто-то украл его. Эрнест предполагает, что это был Флем, и идет к нему домой, но он узнает от Сэма, что он утром уехал на грузовике в горы. Затем Эрнест идет искать его к водникам, но они бьют его, когда он приходит в сознание, уже ночь. Они обвиняют его в краже их припасов. Эрнест утверждает, что он их не крал, но их лидер Калеб нападает на него. Некоторое время они дерутся, но Эрнесту удается схватить винтовку и убежать оттуда. По пути домой он обнаруживает, что Флем спит на дороге, а Сим рядом с ним. Становится ясно, что он украл машину и принадлежности людей. Эрнест направляет на него винтовку и держит его в заложниках, а затем привязывает к машине. Он хочет вернуть Флема, чтобы доказать его невиновность. По пути Флем рассказывает о Мэри, что злит Эрнеста. Пройдя некоторое время, им обоим захотелось пить. Флем уговаривает Эрнеста использовать воду из запаса. Они садятся пить воду и болтают. Затем Флем пытается убедить Эрнеста отпустить его, и они могут разделить деньги, но Эрнест не преклонен в том, чтобы его поймали. Эрнест слаб и вял, он явно не сможет пройти и мили. Флем знает это, поэтому бьет Эрнеста камнем, в результате чего тот ударяется головой о скалу. Его голова начинает бесконтрольно кровоточить, и он теряет сознание. Эрнест просыпается и видит, что он связан. Флем наливает воду в рот Эрнесту, пока тот кричит. Позже мы видим, как Флем приезжает к дому Эрнеста на своем мотоцикле, чтобы забрать Мэри. Она с радостью подбегает к нему. Эрнеста все еще не было дома, поэтому Джером отправляется его искать. По пути он находит машину. Когда он достигает водников, они сообщают ему о смерти Эрнеста. Все предполагают, что это произошло из-за робота. В следующей сцене мы видим, как все оплакивают смерть Эрнеста на его похоронах.
Позже Кэтрин и дети плачут на больничной койке. Когда они выходят, Флем забирает их на своем грузовике. После смерти Эрнеста Флем стал наставником семьи. Он успокаивает Джерома, когда тот бьет Сима за убийство его отца. Позже он говорит ему, что Мэри беременна его ребенком и что он любит ее. Джером принимает их отношения. Позже в тот же день Флем идет к водникам и говорит с ними о отправке воды на землю Эрнеста. Калеб смеется над его идеей, но начинает оправдываться, когда Флем обвиняет его в смерти Эрнеста. Флем также показывает ему нож с именем Калеба, который был найден вместе с телом Эрнеста. Боясь быть обвиненным, Калеб соглашается направить воду на их поле. Все счастливы, когда земля получает первую порцию воды. Флем работает день и ночь, выращивая пшеницу на земле. Флем женится на Мэри и в настоящее время живет в доме Эрнеста с Джеромом и Мэри. Однажды его отец Сэм с несколькими людьми из банка приближается к их дому, угрожая забрать землю из-за долга Эрнеста. Долг слишком велик для Флема, поэтому он берет машину с собой и приходит к его другу Робби той ночью. Он знает о намерении Робби продать своего ребенка, поэтому уговаривает Робби пойти с ним, просто чтобы посмотреть, сколько может стоить он. Однако, когда они добираются туда, Робби понимает, что Флем тайно заключил сделку, чтобы продать своего ребенка. Люди пытаются забрать его, но Робби сопротивляется, и Флем застреливает его. Это вызывает перестрелку между дилерами, и Флем убегает с деньгами. Однако робот Сима поврежден. Это активирует автоматический режим, что приведет к ее возврату к производителю. На следующий день Флем платит банку из денег, на которые он продал сами знаете кого. Джером предполагает, что деньги пришли от продажи Сима, поэтому никто ничего не подозревает. В следующей сцене мы видим, как Сим, хромая, возвращается к Келвину, его производителю, который живет за границей. Келвин звонит по номеру, указанному на Симе. Он говорит Джерому о том, что машина вернулась к нему, что шокирует Джерома, потому что Флем сказал ему, что продал его Робби. Джером спрашивает Флема, продал ли Робби детали Сима, и каким-то образом они дошли до владельца, но Флем раздражается на него за этот вопрос и прогоняет его. Затем он говорит им, что собирается встретиться со своей матерью этим вечером, но вместо этого планирует пересечь границу, чтобы встретиться с Келвином, производителем Сима. Позже он достигает границы, но его останавливает охранник, потому что он слишком молод, чтобы пересекать ее. Девушка по имени Анна зовет его и говорит, что знает, как он может перейти на другую сторону. В обмен на деньги она сажает его в машину с курами и отправляет через границу. Они снова встречаются на другой стороне и расходятся. Затем Джером идет на встречу с Келвином. Там Келвин показывает ему все функции машины. Он также показывает, что глаза машины — это камеры, созданные для съемки. Камера засняла все, что видела машина. Джером проигрывает записи и видит, как он проводил время с Эрнестом, но он с ужасом видит, что Флем был тем, кто убил Эрнеста. В тот день после того, как Эрнест пришел в сознание, Флем привязал его к роботу и установил пункт назначения к водникам. Машина тащила на смерть раненого, но живого Эрнеста. К концу видео из глаз Джерома катятся слезы. Вечером он возвращается домой, но ни о чем не спорит с Флемом. Однажды Флем и Джером охотятся на оленей, после чего Джером оставляет винтовку при себе, спрятав под кроватью на будущее. За завтраком Джером рассказывает Флему, что ему звонил Робби. Флем удивлен и обвиняет Джерома во лжи, потому что он знает, что Робби уже мертв. Позже Флем получает письмо, написанное Джеромом как Робби. В письме Флему предлагается встретиться с Робби в том же месте, где он убил Эрнеста. Его это смущает, но он решает узнать, жив ли еще Робби. Позже ночью Флем говорит беременной Мэри, что ему нужно пойти что-то продать. Мэри желает ему удачи и просит поскорее вернуться. Когда Флем достигает места, он зовет Робби. Во время прогулки он падает в яму и ломает ноги. Он лежит и зовет на помощь, когда перед ним появляется Джером. Увидев его там, Флем вздыхает с облегчением и просит его о помощи. Однако Джером там с камнем в руке. Флем понимает, что он знает, что произошло, и извиняется перед ним, заявляя, что это был просто несчастный случай. Он умоляет его сохранить его жизнь ради Мэри и их ребенка, но Джером не слушает. Он направляет винтовку на Флема и застреливает его. Прошло 2 дня с момента события. Мэри беспокоится за мужа, но Джером просит ее подождать еще немного. Он решил держать Мэри в неведении относительно смерти Эрнеста и Флема. Мэри предлагает им привезти мать домой, потому что теперь у них есть деньги, чтобы позволить себе это. Фильм заканчивается тем, что Джером стирает всю видеопамять Сима.